Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу, как делаю коробочки хлопка, которые отлично подходят для украшения подарков и любого другого праздничного декора. Мне понадобится темно-коричневый фоамиран, фатин, вата, тонкая проволока для бисероплетения, флористическая лента. Делаем более сложную коробочку, состоящую из 5 створок. Для начала подготовим внутреннюю часть. Из фоамирана вырежем 2 кружочка диаметром 2,5 см. Разрезаю. Немного продавливаю, чтобы половинки легко складывались. И склеиваю. Немного подрезаю. Внутренняя часть должна быть совсем маленькой. Подготовим створки в виде капельки. Их также 5. В натуральной коробочке хлопка помимо створок есть еще листики, которые находятся под створками. Я сделаю что-то среднее между створками и листиками. К тому же на конечный вид это никак не повлияет. Продавливаю створки, чтобы они красивее и ровнее укладывались при приклеивании. Сделаем несколько маленьких надрезов. Скручиваем. Придаем створке более естественную форму. А теперь сделаем шарики хлопка. Нарезаю фатин на квадратики размером 5 на 5 см. Возьму кусочек проволоки длиной примерно 15-20 см. Возьму немного ваты. Шарик из ваты оборачиваю фатином. Закрепляю с помощью проволоки. Немного ваты распределяем тонким ровным слоем. И оклеиваем шарик. Еще раз плотно оборачиваю проволокой. И срезаю лишнее. Собираем цветок хлопка.
Скручиваем проволоку. Сжимаю шарики, чтобы они приобрели нужную форму. Вклеиваем подготовленную серединку. При желании ее можно еще немного подрезать и сделать совсем маленькой. Приклеиваю несколькими капельками клея. Используем флористическую ленту, чтобы оформить стебель. Приклеиваем створки. Приклеиваем их между шариками. Цветок хлопка готов. С помощью флористической ленты отдельные цветы хлопка можно собрать в веточку. Вот такая красота у нас получилась. Благодарю за внимание, скоро увидимся, пока!